Лес был окутан густым туманом, ветви деревьев напоминали руки скелетов, тянущиеся к серому небу. Ральф и Шейла, молодая пара, шли бок о бок, вооруженные винтовками и корзиной, чтобы нести свою добычу. Они искали кроликов на ужин. «Я ненавижу, когда ты заставляешь меня приходить сюда», — сказала Шейла, качая головой. «Этот лес наводит на меня ужас». «Да ладно», — ответил Ральф, улыбаясь. «Это весело. И нам нужна еда. Плюс, это прекрасная возможность для нас провести время вместе». Шейла вздохнула и продолжила идти рядом с Ральфом. Они были женаты всего несколько месяцев и все еще привыкали к совместной жизни. Ральф был опытным охотником, а Шейла, хотя и не очень любила охоту, была готова учиться. Лес был темным и тихим местом, тишину нарушали только звуки их шагов и изредка пение птиц. Ральф и Шейла шли около часа, прежде чем вышли на небольшую поляну. «Давайте остановимся здесь и немного подождем», — сказал Ральф, указывая на большое дерево. «Кролики часто приходят сюда кормиться». Шейла кивнула и села рядом с Ральфом, наблюдая за лесом вокруг них. Она начала чувствовать себя в лесу более комфортно, хотя все еще немного нервничала. Внезапно из-за дерева выскочил волк и напал на Ральфа, укусив его за ногу. Шейла закричала и побежала к мужу, но волк уже скрылся в лесу. «Ральф! О боже!» — воскликнула Шейла, помогая ему подняться на ноги. Ральф застонал от боли, опираясь на плечо Шейлы. «Пойдем домой», — с трудом произнес он. «Мне нужно заботиться о себе». Шейла посмотрела на него с беспокойством. «С тобой все будет в порядке». Ральф кивнул. «Я сделаю это. Давайте просто пойдем домой». Они пошли обратно домой, но Шейла не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. Нападение волка было внезапным и жестоким, и теперь Ральф был ранен. «Ральф, ты в порядке?» — снова спросила Шейла, глядя на него с беспокойством. Ральф снова кивнул. Давай просто пойдем домой». Но Шейла знала, что что-то не так. Она чувствовала это где-то в глубине своего живота. И когда они наконец вернулись домой, она не могла избавиться от ощущения, что что-то должно произойти. Что-то плохое. Ральф и Шейла вернулись домой, в небольшую деревянную хижину посреди леса. Шейла помогла Ральфу лечь на кушетку и начала промывать и перевязывать его рану. «Это так больно», — сказал Ральф, стиснув зубы. «Извини», — ответила Шейла, целуя его в лоб. «Я сделаю тебе чай. Он поможет облегчить боль». Пока Шейла готовила чай, в комнату вошел Тор, немецкая овчарка пары, и подошел к Ральфу, обнюхивая его рану. «Тор, убирайся отсюда», — сказала Шейла, отталкивая собаку. «Пусть Ральф отдохнет». Но Тор не отвернулся. Вместо этого он начал обнюхивать Ральфа более пристально, как будто что-то искал. Шейла с любопытством посмотрела на Тора. «Что случилось, Тор?» Но Тор просто продолжал обнюхивать Ральфа, словно пытаясь что-то сказать. Ральф, который начал чувствовать себя более комфортно, посмотрел на Тора с недоумением. «Что с ним происходит?» Шейла покачала головой. «Я не знаю. Он ведет себя странно». Тор продолжал обнюхивать Ральфа еще несколько минут, пока наконец не отстранился и не сел рядом с Шейлой. Шейла посмотрела на Ральфа и увидела, что он начинает чувствовать себя все более уставшим. «Я дам тебе отдохнуть», — сказала она. «Я собираюсь приготовить ужин». Ральф кивнул и закрыл глаза, когда Шейла вышла из комнаты, чтобы приготовить ужин. Во время готовки Шейла не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. Нападение волка было внезапным и жестоким, и теперь Ральф был ранен. И Тор вел себя странно. Шейла вздохнула и продолжила готовить, пытаясь отогнать негативные мысли. Но она не могла отделаться от ощущения, что должно произойти что-то плохое. Через несколько минут Шейла закончила готовить и отнесла ужин в гостиную. Ральф спал, а Тор сидел рядом и присматривал за ним. Шейла улыбнулась и села рядом с Ральфом. «Он спит», — сказала она, гладя Ральфа по волосам.
Тор посмотрел на нее и тихонько гавкнул, словно соглашаясь. Шейла снова улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать Ральфа в лоб. «Я дам вам двоим отдохнуть», — сказала она. «Я собираюсь немного почитать». С этими словами Шейла встала и вышла из комнаты, оставив Ральфа и Тора спящими. Но во время чтения она не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. И Тор пытался ему что-то сказать. В последующие дни у Ральфа начали проявляться странные симптомы. Он почувствовал усталость и слабость, у него начались галлюцинации. Он видел вещи, которых не было, и слышал голоса, которых не было на самом деле. «Что со мной происходит?» — спросил Ральф, со страхом глядя на Шейлу. «Я не знаю», — ответила Шейла, протягивая руку. «Но мы выясним. Я вызову врача». Пришел врач, осмотрел Ральфа, но не нашел у него никаких отклонений. «Он просто нервничает», — сказал врач. «Тебе нужно больше отдыхать». Но Шейла знала, что что-то не так. И Тор, похоже, тоже это знал. Он становился все более и более взволнованным, как будто пытался предупредить Шейлу о чем-то. «Что случилось, Тор?» — спросила Шейла, глядя на собаку. Но Тор продолжал лаять, словно пытаясь сказать что-то, чего Шейла не могла понять. Ральф, который начал чувствовать себя все более сбитым с толку, посмотрел на Шейлу с отчаянием. «Что со мной происходит?» — снова спросил он. Шейла покачала головой. «Я не знаю, Ральф. Но мы выясним. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе». Ральф кивнул, но Шейла заметила беспокойство в его глазах. Он знал, что что-то не так, но не знал, что именно. В последующие дни Ральф продолжал испытывать странные симптомы. У него начались припадки, а кожа стала бледнеть. Шейла становилась все более и более обеспокоенной. Она знала, что Ральфу нужна помощь, и не знала, где ее искать. «Что я могу сделать?» — спросила она врача. «Я не знаю», — ответил доктор. «Но вам нужно найти эксперта. Того, кто сможет помочь Ральфу». Шейла кивнула. Она знала, что ей нужно найти помощь для Ральфа, и была готова сделать все возможное, чтобы помочь ему. Но пока она обращалась за помощью, состояние Ральфа продолжало ухудшаться. А Тор продолжал лаять, словно пытаясь предупредить Шейлу о чем-то. И вот однажды ночью, когда луна была полной, Ральф начал преображаться. Его тело начало меняться, мышцы стали сильнее, а глаза стали более желтыми. Шейла в ужасе посмотрела на него. «Ральф, что с тобой?» — спросила она. Но Ральф не ответил. Теперь он полностью изменился, и это был уже не тот человек, которого любила Шейла. Шейла в ужасе посмотрела на Ральфа. Теперь он полностью преобразился, его тело изменило форму, мышцы окрепли, а глаза стали более желтыми. Он больше не был тем человеком, которого любила Шейла, а превратился в свирепого монстра. «Ральф, что с тобой?» — снова спросила Шейла, стараясь сохранять спокойствие. Но Ральф не ответил. Теперь он полностью находился под контролем трансформации, и в нем больше не осталось ничего человеческого. Шейла попятилась, пытаясь уйти от Ральфа, но теперь он был слишком быстр. Он гнался за ней по всему дому, царапая когтями пол и открывая челюсти, готовый напасть. Шейла бежала так быстро, как только могла, но Ральф был уже совсем близко. Она чувствовала его горячее дыхание на своей шее и знала, что на нее сейчас нападут. Внезапно появился Тор, яростно лая и со всей своей силой нападая на Ральфа. Ральф взревел от боли и отступил, дав Шейле достаточно времени, чтобы сбежать. Шейла выбежала из дома, Тор последовал за ней и не останавливалась, пока они не оказались на безопасном расстоянии. Там она обернулась и увидела Ральфа, все еще преображенного, ревущего и воющего у двери дома. «Что с ним происходит?» — спрашивала себя Шейла, плача от страха и печали. Тор снова залаял, словно пытаясь что-то сказать. Шейла посмотрела на него и увидела, что он смотрит на нее с серьезным выражением лица.
«Ты ведь знаешь, что происходит, не так ли?» — спросила Шейла Тора. Тор снова залаял, и Шейла поняла, что он пытается сказать ей, что Ральф в опасности, и что ей нужно найти способ помочь ему. Шейла кивнула, решив найти решение. Она знала, что не может просто бросить Ральфа, чтобы с ним не происходило. Ей нужно было найти способ помочь ему, и она была готова сделать все возможное, чтобы сделать это. Шейла понимала, что ей нужно найти способ помочь Ральфу, но она не знала, с чего начать. Она была одинока и напугана и не знала, может ли она доверить кому-нибудь помощь. Тор, стоявший рядом с ней, снова залаял, словно пытаясь что-то ей сказать. Шейла посмотрела на него и увидела, что он смотрит на нее с серьезным выражением лица. «Ты пытаешься сказать мне, что мне нужно найти специалиста, не так ли?» — спросила Шейла Тора. Тор снова залаял, и Шейла поняла, что он прав. Ей нужно было найти кого-то, кто знал бы, что происходит с Ральфом, и как ему помочь. Шейла начала проводить исследования, искать экспертов по оборотням и превращениям. Она познакомилась с человеком по имени доктор Дженкинс, который был экспертом по сверхъестественным существам. Шейла позвонила доктору Дженкинсу и объяснила ситуацию. Он согласился приехать к Шейле домой и помочь ей найти решение. Пока Шейла ждала доктора Дженкинса, она начала придумывать план, как поймать Ральфа и отвезти его к специалисту. Она понимала, что не справится в одиночку, поэтому решила обратиться за помощью к друзьям. Когда прибыл доктор Дженкинс, Шейла объяснила ему план. Он согласился помочь ей, и вместе они начали готовить все необходимое. План был прост: они пойдут в дом Ральфа, где он сейчас находится, и схватят его. Затем они отвезли его к доктору Дженкинсу, который попытался найти лекарство от трансформации. Шейла нервничала, но была полна решимости. Она знала, что ей нужно помочь Ральфу, и была готова сделать все возможное, чтобы сделать это. Когда все было готово, Шейла, доктор Дженкинс и друзья Шейлы отправились в дом Ральфа. Они были готовы ко всему, что могло произойти, но Шейла не могла не чувствовать, что что-то не так. Они прибыли к дому Ральфа и нашли его на заднем дворе, все еще преображенного. Увидев Ральфа в таком состоянии, Шейла почувствовала дрожь по спине, но знала, что ей нужно сохранять спокойствие. «Ну же», — сказала она, глядя на доктора Дженкинса и ее друзей. «Давайте поймаем его и отвезем к специалисту». Но как раз в тот момент, когда они собирались что-то сделать, Ральф обернулся и увидел их. Он взревел от гнева и побежал к ним. Шейла ощутила приступ страха, но знала, что ей нужно сохранять спокойствие. Она посмотрела на доктора Дженкинса и его друзей и увидела, что они готовы сражаться. «Ну же», — снова сказала она, глядя на Ральфа. «Давайте поймаем его и отвезем к специалисту». Но Ральф был уже совсем близко, и Шейла понимала, что ей нужно действовать быстро. Она посмотрела на доктора Дженкинса и его друзей и увидела, что они готовы ей помочь. А потом все произошло очень быстро. Ральф напал, а Шейла и остальные пытались его схватить. Это была напряженная борьба, но в конце концов им удалось усмирить Ральфа и отвезти его к доктору Дженкинсу. Шейла почувствовала огромное облегчение, когда увидела, что Ральфа уводят. Она знала, что предстоит еще много работы, но она также знала, что сделала первый шаг на пути к помощи Ральфу. Теперь ей оставалось только ждать и смотреть, сможет ли доктор Дженкинс найти лекарство от трансформации Ральфа. И пока она ждала, она не могла отделаться от ощущения, что что-то должно произойти. Что-то, что изменит все. Шейла с нетерпением ждала результатов лечения Ральфа. Доктор Дженкинс неустанно трудился, чтобы найти лекарство от трансформации Ральфа, и Шейла знала, что он близок к прорыву. Наконец, после нескольких дней ожидания, доктор Дженкинс вызвал Шейлу навстречу. Когда она вошла в комнату, он улыбался, и Шейла поняла, что это хороший знак. «Что это?» — обеспокоенно спросила Шейла. «Вы нашли лекарство?» Доктор Дженкинс кивнул. «Да, мы нашли его.
Это противоядие, которое может обратить вспять трансформацию Ральфа. Шейла почувствовала огромное облегчение. «Это потрясающе!» — воскликнула она. «Когда мы сможем ввести противоядие?» «Теперь мы можем», — ответил доктор Дженкинс. «Давайте введем противоядие прямо сейчас». Шейла сопровождала доктора Дженкинса в комнату, где содержался Ральф. Он все еще претерпевал изменения, но Шейла знала, что скоро все изменится. Доктор Дженкинс ввел противоядие, и Шейла наблюдала, как Ральф начал превращаться обратно в человека. Это был медленный и болезненный процесс, но в конце концов Ральф вернулся в человеческий облик. Шейла подбежала обнять Ральфа, плача от радости. «Ты вернулся!» — воскликнула она. «Вы исцелены!» Ральф улыбнулся, все еще немного слабый, но счастливый. «Я вернулся», — сказал он. «Спасибо тебе, Шейла. Ты спасла меня». Шейла улыбнулась, держа Ральфа на руках. «Я всегда буду рядом с тобой», — сказала она. «Мы команда, помнишь?» Ральф кивнул, и они снова обнялись, счастливые снова быть вместе. Тем временем Тор, наблюдавший за ними издалека, приблизился к ним, тихо лая. Ральф улыбнулся и погладил Тора по голове. «Спасибо, Тор», — сказал он. «Ты был моим настоящим другом на протяжении всего этого путешествия». Шейла улыбнулась, наблюдая за этой сценой. «Мы семья», — сказала она. «И мы всегда будем вместе, что бы ни случилось». И с этими словами все трое, Ральф, Шейла и Тор, снова обнялись, счастливые быть вместе и преодолеть это испытание. Они знали, что впереди их ждут еще испытания, но были готовы встретить их вместе.